Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я в эфире, да, действительно, уже 10 секунд как. А, Я Мария Тайлер, вокалистка группы Alice Goes to Motherland. Собственно, вы, наверное, догадались, раз вы на канале Alice Goes to Motherland, что это я здесь. У вас тут даже уже люди есть. Невероятно. Вы можете задавать мне свои вопросы, я буду на них отвечать. Я тут еще параллельно веду вторую трансляцию с чужого телефона, поэтому присоединяйтесь к нам тут. Итак, собственно, о чем я хотела сегодня поговорить. Да, всем привет, ура! Люди живые, диалог, ничего себе. Вот такого меня жизнь не готовила. Короче, у нас вышла новая песня «Сатан». Вы, наверное, ее слышали. Если не слышали, вы не правы. Идите и слушайте, она классная. Она розовая, как и я. И, собственно, о ней-то я и хочу поговорить, а также вообще обо всем, о группе, о творчестве и о клипе в том числе, наверное, потому что у нас не было трансляции после клипа, а многие здесь, я думаю, пришли сюда, собственно, посмотрев клип на Пикабу. Теперь, собственно, вы с нами, в нашей компании. Е-е-е-е-е. Е-е-е. Так, мы трансляцию, господа, ВКонтактовские. Значит, идите на трансляцию на Ютубе. Все, на этом с вами мы прощаемся. Все вопросы принимаются только там. Все, я надеюсь, вы все увидели уведомления. Идите на Ютуб. Как тебя выключить? Завершить. Да. Отлично. Угу. А мы здесь продолжаем. Угу. И здесь присутствуете. Да, мы здесь присутствуем. Мы везде присутствуем. И нигде не отсутствуем. У нас присутствие повсеместное. Собственно, сначала хотела вам, наверное, рассказать про самую новую песню, про «Сатан». Она называется на корейском, как вы тоже, может быть, заметили. Я надеюсь на это. И это не случайно. Дело в том, что я уже какое-то время являюсь адептом. У нас сегодня не совсем обычный эфир, потому что это не совсем одна. В какой-то веке у меня есть голос за кадром, который... Привет! Привет! Скажите всем привет! Голосу за кадром. Вот, поэтому мне так не странно и не одиноко, как обычно это бывает. Я планирую удивляться и осуждающе смотреть на всяких странных моментах. Отлично. Если будет особенно кринжово, мне дадут понять. Ура! Итак, в общем, уже какое-то время я и, собственно, закадровый голос меня в этом поддерживает немножко. Являюсь адептом корейской попсы, потому что больно они красивые, веселые, зажигательные. И хуже того, еще в университете я начала учить корейский, понимаешь ли, язык. И даже писала дипломную работу на тему «Сравнительный анализ личных местоимений в русском и корейском языке». Такой вот страшный человек я на самом деле, а вы-то думали, я тут что, песни пишу? Рок-звезда? Я филолог вообще-то, дипломированный. Вот, но потом я как-то это забросила. Где-то год назад, когда вся пандемия началась, я подумала, что я опять хочу чего-то светлого, теплого, вечного и яркого, и вспомнила про кей-поп, потому что это именно такая вещь. И начала опять их слушать, и решила, что надо и корейский снова начать учить. Как-то со второго раза, наверное, должно получиться. И действительно, со второго раза пошло получше. Поэтому я даже справилась с тем, чтобы написать целых сколько там, 8 строчек, практически полностью на корейском языке. Там есть чуть-чуть рифма на английском. Чем я отдельно горжусь, на самом деле, потому что я смогла зарифмовать между корейским и английским. А еще одна причина, по которой в песне появился корейский, нам поступало очень много жалоб на то, что все песни на английском. Говорят, что все на английском, что все на английском. Я такая, ну ладно, раз вам не нравится на английском, вот вам на корейском. Я думаю, вопрошающие и жалующиеся имели в виду что-то другое, но что получили, то получили. Нефиг было жаловаться, как говорится. Вот. В общем, работать мы над ней начали еще очень давно. Я текст начала писать. Вообще идея, концепция этой песни у меня появилась, как только я увидела это слово в каком-то одном из первых уроков вообще по корейскому. Там попалось слово «конфетка». И когда я узнала, что «конфетка» по-корейски звучит как «адская сатана», то есть как «сатан», я поняла, что в этом что-то есть. Что это как-то соль земли и суть вообще всего мироздания, она вот в этом, что так оно и есть. Конфеты от лукавого. И тогда-то я подумала, что я хочу такую вот создать историю и концепцию, где будет это обыгрываться, и где будет такая история про такую, значит, девочку-припевочку, девочку-конфетку, как вот и у глюкозы было.
Да. Да. Глюкоза, она как-то проходит вот красной нитью все-таки через... Не зря я в 12 лет ее слушала. Вот до сих пор у меня осталась какая-то ностальгия. О, могу сама на себя смотреть тоже здесь. Мгм. Что-то там на корейском. О, я теперь могу читать комментарии. Замечательно. Ура! Вот. И никак у меня все что-то не понималось, в голове не складывалось, какую я хочу песню. То ли я хочу, чтобы она была медленная и тягучая, то ли я хочу, чтобы она была какая-то задорная и ударная. И, в общем, как-то вот из этого всего что-то я там все-таки выбрала какой-то темп, что-то напела, скинула продюсеру, мы с ним начали делать. Он говорит, ой, тут надо Imagine Dragons, короче. Я говорю, нет, тут нужно Бритни Спирс. А потом, значит, вот эти корейские страшилки, потом я посмотрела «Игру в кальмара», а потом мы, в общем, сделали то, что сделали. Мне сегодня написали, что это звучит как Doom Metal. Вот так и бывает, что ты делаешь кей-поп, а получается Doom Metal. Коротко о моей жизни. Что вот так и живем. Ой, какой-то длинный комментарий тут пришел. Тут, подожди, более ценный от комментария выше. Мы не можем не ответить Зефиру. Зефир — это очень важно в нашей жизни. Зефир, да, это важно. Так что там на корейском, спрашивает Зефир? Так что там на корейском? На корейском там слова. Вообще еще одна, кстати, причина, по которой я очень хотела сделать песню, в которой будет что-нибудь на корейском или японском или каком-то еще непонятном языке, потому что я сама всю жизнь слушаю музыку на непонятных языках. Сначала слушала на английском, он был непонятный для меня, пришлось его выучить. Потом я слушала на японском, в общем, на немецком сначала я слушала, пришлось тоже чуть выучить. Потом на японском, потом вот на корейском. И мне нравится, на самом деле, это ощущение, когда ты понимаешь далеко не все. Когда ты слушаешь, и вот какие-то вот вещи понятные, какие-то нет. И мне бы хотелось, чтобы у вас этого было больше в жизни, потому что это приятное ощущение. Что касается самой песни, там на корейском часть, вот эти 4 строчки, которые в прихорусе, там, сейчас я вспомню, что там. Там Подожди просто... минутку, пока ты вспоминаешь, что такое прихоруш? Прихоруш. Теперь он называется так. Прихорус — это часть песни перед припевом. Перед хорус, хор, Хорошо. припев. Так. То есть это предприпевная часть. Продолжай, пожалуйста. Там говорится, что типа, ну ты не волнуйся, чё у тебя такое лицо, чё с лицом, чувак? Ты расслабься, типа, может, ты и выживешь, может, она тебя и не убьет, короче. В общем, что шанс есть у тебя, дорогой друг, против этой красотки. И дальше там еще немножко вот в конце рыбчина, тоже немножко на корейском. Там про то, что вот отношения с ней, с такой барышней, это как с сатаной, собственно. Там про то, что она сладкая, как конфетка, как раз, типа, но как бы с ней как с демоном. Как с конфеткой. Как с конфеткой. Потому В общем, что все мы знаем, что конфеты — это очень хорошо, приятно, но зло. да, конфеты — это хорошо, приятно, но зло. И вот такая же лирическая героиня этого повествования. Вот. Виталик говорит о том, что класс, и у него сейчас в подписках идет 4 пятничных стрима. Будет странно, если именно в этот момент он смотрит какой-то другой стрим, и знает о том, что мы про него вспомнили. Виталик, надеюсь, ты смотришь наш стрим. Мы читаем твои комментарии, ценим, любим, скорбим. Да, скорбим, к чему сейчас. Егор Иваненко приветствует нас. Скажи человеку привет. Привет, Егор. Чисто случайно наткнулся на клип Пикабу, до этого с творчеством знаком не был, но что-то зацепило, хотя современное особо не слушаю. Представляешь, что это исключение? Да, я, видимо, несовременная. Видимо, Это какая-то ультрасовременное, несовременная. какой-то новый уровень. Новый уровень несовременности. Да. Спасибо большое за такие комментарии. Мы рады, когда нас находят случайно или не случайно, целенаправленно, не знаю, как можете найти специально. Вот, мы для вас стараемся и снимаем клипы, пишем песни. А Игорь Летов говорит, что на кей-поп на самом деле не очень похоже. Да, то-то и дело, что я-то хотела, а не сумела. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать кей-поп, получается то какой-то депрессивный рэп, то какой-то нью-метал из 2007-го. Сейчас вот вообще говорят Doom. Я не знаю, как жить с этим. Вот, видимо, такой я человек. Вот еще Игорь предлагает учить немецкий с Рамштайн. Выбери для себя тоже какой-нибудь язык, чтобы с тобой его учили. Какой лучше? То есть мне нужно выбрать, начать петь на каком-то языке, чтобы у людей был стимул его учить.
Да. мне это предлагаешь. Ну вот я вам предлагаю корейский. У нас, кстати, насчет немецкого в альбоме Gemini в треке, даже в 2 треках есть немецкий на самом деле. В «Нох nicht tot», понятно, он есть. В «Бридже» чуть-чуть. Причем, кстати, вот эти вот вставки, которые в «Нох nicht tot» в «Бридже», это не я сама придумала, потому что я решила, что моего немецкого недостаточно для того, чтобы что-то внятное туда сочинить. И это фраза, которую говорил, ну, в немецкой версии фильма, насколько я помню, Тайлер... Как его фамилия-то по фильму? Как фильм называется? Сейчас, подождите. Там Брэд Питт играет. Как он называется? Ну, где чувак с ума сошел. У него раздвоение личности было. Так, быстро пишите мне, как называется. «Бойцовский клуб». Бойцовский клуб, конечно, бойцовский клуб. Вот, и вот, собственно, Тайлер там всяких, когда их призывал, типа, на баррикады, вот я взяла его всякие цитаты и повставляла туда, и так получилась песенка. А еще есть немецкий в песне «Экос». Там цитаты из Гёте Фауста. Все на немецком тоже. Даже я этого не знала. Даже я не всегда это знаю. Сейчас мы Дарью Курчаву попозже прочитаем. Тут просто Игорь в теме с нами беседует. Боюсь, что если начнет учить корейский, то люди неправильно поймут, поэтому лучше давай немецкий. Ага, с корейским люди неправильно поймут, а с немецким правильно. Я, кстати, считаю так. Россия не случайно так географически расположена, и нам сам Боженька велел, значит, быть между Востоком и Западом, нечто средним. Поэтому я хочу именно это нести в массы и использовать как элементы западной культуры, которая бесспорно на нас на всех повлияла, и мы являемся ее частью, так и элементы восточной культуры Японии, Китая и Кореи. Так что ждите. В этом месте должны быть аплодисменты. Аплодисменты. Да. Сам себе не похлопаешь? Да. Подруга же здесь не для этого. Подруга не для этого. Подруга, чтобы читала. Я грамотную подругу, видишь, нашла в очках. Ну, зачем ты раскрываешь все тайны? Не в очках, очень красивая подруга. В красивых очках. Спасибо. Так, Зефир, вспомним про тебя. А вот Даша Курчава давно написала, что она с нами, ну, с тобой в частности, как-то так сонастроена, видимо, очень эмпатию проявляет, потому что про музыку на непонятных языках прекрасно понимаю. Поэтому не могу на немецком слушать почти, слишком много понимаю. О, вот иногда бывает, что понимаешь слишком много в том, что слушаешь. Я русских рэперов поэтому не всегда могу слушать, потому что слишком много понимаю. Но некоторые русские рэперы прекрасны. Некоторые русские рэперы прекрасны, Ну, бесспорно. если не смотреть на их лицо. Ну и такое, да. Зефир, если говорить Маше, что ей делать, она сделает наоборот. Но я бессовестная, я все равно тебе это сказала. Кстати, насчет того, что нельзя говорить, а сделать наоборот, это есть вот системы, бывают предсказания 2 типов. Сейчас будет минутка рандомной информации, как у меня. Зачем еще мы здесь собрались? Да, зачем мы здесь еще собрались? И знаете, у меня вот, если кто подписан на мой инстаграм, я периодически там рассказываю, например, про то, как убили Пифагора, про всякие такие случайные вещи. И вот это есть вот система предсказаний. Предсказания бывают 2 типов. Бывают предсказания, которые никак, ну, сами на себя не влияют. То есть, например, погоду. Если мы увидели, что там тучи идут, и типа будет дождь через 2 часа, от того, что мы про это узнали, дождь не прекратится. А есть предсказания, которые влияют. То есть, если нам сейчас всем сказать, что типа через 2 дня доллар подорожает и будет стоить 1000 рублей, мы все сейчас кинемся покупать доллары, и он подорожает не через 2 дня, а прямо сейчас. Вот. Прекрасно. Да. А к чему это было? К тому, что вот ты сказала, что я не хотела тебе это говорить, но теперь вы мне сказали, и теперь это на меня влияет, и будет... Вот. Зоя сообщает о том, что мы русские, с нами Бог велит он нам всякое. Мы русские, с нами Босх. Я считаю так. Ну, Бог, если что, с маленькой буквы, так что какой конкретно Бог, не уточняется. Ладно, языческий божок с нами. Да. Хорошо. Игорь Летов. Ну, немецкий хоть звучит очень смешно, можно сказать, я тебя люблю, интонации Гитлера, и получится непонятная, очень смешная каша. С этим сложно спорить. Немецкий звучит смешно. Ну, кому какой звучит смешно? Я, например, кстати, в плане звучания, я больше всего люблю сербский. У меня вот есть вот guilty pleasure, когда мне совсем, когда никто не слышит, не видит, я включаю себе Милана Станковича и слушаю его песни. Не поправь его, сам лут. В общем, это ужасно, да. Это звучит как русская эстрада
вот 80-х каких, ну, как русская эстрада, короче, просто такое, типа, Леонтьев, Ротару, вот это все. Очень люблю. Зоя нам сообщает, что она кей-поп начала слушать из-за того, что хотелось попсы, но она слишком хорошо понимала английский. И много грустных скобочек. Много грустных скобочек. Очень печальная улыбка. Печально. Я хотела попсы, но слишком много понимала. Да. Есть такое, да. Ты что-то хочешь сказать, потому что у нас дальше важный вопрос. Важный вопрос. Ладно, я быстро про кей-поп тоже скажу, как я начала его слушать. Я, как уже сказала, вообще обычно стандартный путь кей-попера начинается с того, что ты смотришь аниме, потом ты начинаешь слушать джей-рок, потом японскую попсу, а она не очень, поэтому ты переходишь на корейскую. У меня было почти так, только я аниме немножко пропустила, и я смотрела только всякие там суперкультовые, либо какие-то модные штуки, типа One Piece я смотрела, ну, «Токийский гуль» самая лучшая вообще вещь. Вот. Голос за кадром возмущенно смотрит на японскую попсу, она не очень. А как же Европея? Нет, хорошо. Ладно, японская попса, просто там мало вот этих бриллиантов. Понятно, есть Каттун, который, конечно, это алмаз. Это вообще бесспорно. Они, правда, там уже развалились. Но тем не менее. Вот. Ну, тогда. Важный вопрос. Важный вопрос. Маш, расскажите про новых людей в группе, пожалуйста. О, это действительно От важно. Игоря Летова. Он сегодня прям... Игорь, ты крутой. Ты нам делаешь эфир. Игорь, спасибо. У меня первый раз столько вопросов в эфире. Обычно я одна сижу. Это вот влияние человека за кадром, я считаю. Ты притягиваешь еще людей к себе. Да, новые люди. Не те, которые в Думе партия, а мои. По-настоящему новые действительно люди. Я проверяла. Короче, это достаточно забавная история, потому что мы с Антоном, как вы знаете, Антон Бутаков, который наш барабанщик, бессменный, он так бессменно и бессменит. И в какой-то момент у нас с ним стал вопрос, что, наверное, нам нужны музыканты, гитаристы, там все-таки рок играем, там. Хотя наш продюсер говорил, может, не надо вам, зачем вам эти гитаристы, пусть просто барабанщик барабанит, вы просто на кнопочку нажмете, будет играть гитары, не ложать, очень здорово. А ты, говорит, для вида просто себе еще 2 девочек танцевать поставишь, и будет замечательно все. Но я настояла на своем, я хотела группу с детства, и думаю, нет, должны быть музыканты живые, настоящие. Вот, и мы все оттягивали момент с поиском этих музыкантов, потому что новые люди на блюде — это всегда какое-то новое общение, и ты никогда не знаешь, чем оно вернется. Но тут нам поступило как раз приглашение выступить в Питере, где мы, собственно, и выступали. Буквально неделю назад, в прошлую пятницу, под самый локдаун, мы прям тютельку в тютельку втесались. И нам удалось таки найти действительно очень клевых музыкантов. Их одинаково зовут, поэтому я ржу, что мы теперь как Spice Girls. Там была Мел Би и Мел Си. У нас есть Миша басист и Майк гитарист. Вообще они оба типа Миши, но чтобы их различать, у нас в общем Миша басист и Майк гитарист. Вот. Еще Маша, можно сделать еще группу... Маша, да, группа МММ. И А. МММ и Антон. Антон и МММ. Антон и махинации на рынке финансовом. Вот. Да, такие, в общем, у нас ребята очень хорошие. Мне очень нравится, вам тоже, уверенно, понравится, надеюсь. Вернее, не надеюсь, я знаю, у нас есть видео вообще-то с концерта. Да, но я их еще не смотрела, потому что я морально не готова. В моменте мне казалось, что все очень круто. Потом я видела некоторые сторис, и я уже не уверена. Вот. А в чем именно? Поделись, что тебя смущает? Что меня беспокоит? Вы хотите об этом поговорить? Да, давайте поговорим. Отлично, вот понимаешь, я на кушетке, а ты в очках. Что ж, я так поудобнее сяду. У нас вообще по отзывам, в том числе профессионалов, которые были на этом концерте, там выступали и так далее, что у нас вообще был хороший звук, даже, говорят, лучше, чем у многих остальных групп, которые там были, потому что была сборная солянка. Но такой ли хороший звук выходил из меня лично, я не уверена, потому что я болею уже 3-й месяц, и мне было очень сложно репетировать. Я, по сути, полноценно репетировала только последние 3-4 репы. И поэтому я не знаю, как там все очень прошло, но я была в угаре и очень хороша собой. На мне была очень красивая накидка от замечательного бренда 13 Bad, который делает мой знакомый человек из J-Rock как раз, кстати, тусовки, так мы все и познакомились. В общем, Asia Connecting People.
Потому что азиатская культура, она про объединение, про общность, а западная, она про индивидуальное самовыражение. И, в общем, сочетаем, так сказать. Видео принесем, да, несите видео, принесем видео, я их посмотрю, выберу самые лучшие и вам их покажу. И тогда вы посмотрите и на музыкантов, на моих замечательных, которые, кстати, были в кимоно, которые я шила вот этими вот руками, потому что я швея. У меня мать швея, отец швея, я швея. Вот, так что мы были нарядные, красивые и зажигательные. И ребята хорошие, я надеюсь, вам их в будущем побольше показывать. Мы хотим вот как раз во вторник встречались на автопати, так сказать. Мы вообще хотели на автопати встретиться сразу после концерта, естественно. Но у нас ничего не получилось, потому что концерт закончился без 15:12, ну, мы вышли из клуба без 15:12, и ровно в 12 начался локдаун. Все превратилось в тыкву по хэллоуиновской традиции, так сказать. Поэтому у нас ничего не получилось, мы во вторник собирались, гладили котов, общались, обсуждали лирик-видео на Сатан, которое будет лирик-видео, красивое, стильное, модное, молодежное. И думали, что еще мы можем сделать. Мы сейчас, например, думаем над акустикой, потому что такого рода, может быть, и мероприятие может быть какое-то провести, потому что мы вас давно не видели в Москве никого. В Москве мы вообще не выступали нормально очень-очень давно. Вот, и может быть, что-нибудь тоже записать, там какие-то видео, какие-то блоги и такие всякие штуки. В общем, хочу, чтобы вы со всеми познакомились. Да, кстати, тут люди сокрушаются, в частности, Даша Курчава, по поводу того, что очень ей грустно, что не получилось на него попасть. Даша, если что, я прям всем сердцем и другими частями тела присоединяюсь, я тоже очень страдаю по этому поводу и тоже очень жду видео. А вот тут Зоя сообщает о том, что всегда смотрит свои выступления только через пару месяцев. Так оно звучит лучше. Это хороший, кстати, подход, да, смотреть через какое-то время продолжительное, когда уже как бы остыло, эмоции прошли, ты уже ничего от себя не ждешь, ты уже просто включаешь такой, а ничего, я так-то вообще-то нормально, так, нормально. А еще Игорь Ветов. Игорь, ты наш кумир. Да, да. Он вот в поддержании диалога, видишь, как прекрасно у нас идет полноценная беседа. Мне кажется, это очень ценно. Сообщает о том, что обычно смотрит записи своих реп сразу и нарезает на мемы. Самоирония залог успеха. А еще он просит взять его дистанционным гитаристом. Дистанционным гитаристом. Ой. Мне кажется, век новых технологий. Век новых технологий. На самом деле, когда был первый вот этот локдаун, мы репетировали в онлайне и нашли даже, есть сейчас специальные платформы, которые, естественно, выстрелила после того, как всех закрыли по домам. И они так там еще все улучшили. В общем, очень клевая есть штука. Такая возможность, в принципе, существует техническая. Насчет дистанционных музыкантов и прочих, наш вот этот басист Миша работает в театре и рассказывал нам историю, что сейчас по постановлению нужно 30% сотрудников перевести в онлайн. Ну и в театре тоже перевели 30% сотрудников в онлайн по бумажкам. Типа костюмеров перевели, и еще кого-то, реквизиторов, и даже часть актеров. И я говорю, я себе это представляю, типа актеры по удаленке, ты просто на стол ноутбук ставишь, там вещает. Ну, как в небольшом экране. Да, что, как, по сути, вы превращаетесь в киноактера, в стрим-актера. Что-то... Да. Хотела сказать, это что-то новое, а потом поняла, что, в принципе, культура стримов с актерами и актрисами, она... Да, она такая довольно давняя. Да. Популярная вещь. Еще Игорь Летов сообщает о том, что очень давно не видел вас в Беларуси. В Беларуси мы сами давно себя не видели. Я так себя вообще никогда не видела в Беларуси. Я тоже думаю, как интересно получается. Вроде давно знаю, а в такой давно я уже вот всю свою жизнь буквально я не видела себя в Беларуси. Хотелось бы. Вообще, надеюсь, в Беларуси все будет хорошо. Да. Во всех смыслах этого слова. И мы там тоже будем. Рано или поздно. Ну, нам туда, кажется, еще пока можно. Да, говорят, у меня знакомая недавно туда ездила. Или оттуда. Она сама оттуда, а муж у нее отсюда. И, в общем, как-то они так. В общем, они спокойно теперь перемещаются вообще. Зоя уже просьбу тебе большую, важную, видимо, для человека. Просит дать текст Сатан, а то как под нее в ТикТоке выпендриваться.
ТикТоки. Просто тексты я бы еще, может, как-то можно было бы подумать, но вот ТикТок это Но под святое. ТикТок это святое. Завтра выложу текст в группе ВКонтакте. Сегодня уже не алё, поэтому выложу завтра. Но текст будет. Еще будет лирик-видео, но чуть попозже. А сам текст будет пораньше. И ТикТоки это да. Вообще в ТикТоке берите любые наши песни, какие вам нравятся, делайте любые ТикТоки, как вам нравится, и шлите сюда, потому что я, кстати, не знаю, где вы сейчас находите новую музыку, а я в ТикТоке. В основном, мне просто в ТикТоке в основном показывают полуголых корейцев танцующих под разную музыку, вот, наложенную авторами видео. И я благодарна им за это. Если вы автор такого видео, то вообще я готова отдать свою музыку на растерзание под ваш контент. Да. Ду-ду-ду. Насчет приложения, да, для онлайн-репетиций, я не помню, как оно называется, потом где-нибудь расскажу. Игорь предлагает с текстом еще и табулатуру, а то как выпендриваться в ТикТоке с гитарой. Да, мне, кстати, вот есть какие-то люди, которые периодически просят аккорды, табы и прочее. И мы еще, когда искали тоже музыкантов, когда-то в стародавние времена и сейчас тоже, мы им, ну, во-первых, у нас нет ни аккордов, ни табулатур, ничего, то есть их нужно специально делать, чтобы их куда-то выкладывать, их ни у кого нет. И мы, когда новых музыкантов искали, мы все время им просто скидываем песни, говорим, вот эти там 3 или 4 песни надо разобрать. И они такие, типа, окей, типа, вот она, проверка сразу на вшивость, типа, можешь подбирать или нет. Я спрошу у Ясеня, у Майка, в смысле, где моя любимая и где табы. Возможно, он сможет помочь с этим. Тут есть такой комментарий еще с той части, когда мы про языки разговаривали. Виталик нам написал. Я все искала момент, когда можно было бы это прочитать, но все было как-то не кстати. Поэтому сейчас тишина, я прочитаю его. Есть такая российская группа Теодор Бастард. Они иногда поют на языке, который я даже не могу идентифицировать. Ты знаешь такую российскую группу? Я знаю такую группу. Насчет, я не знаю, правда, что они поют, но я только название слышала. Но насчет языков, которые невозможно идентифицировать. Вы все, наверное, знаете песню. Сейчас будет еще раз рубрика «Рандомные факты». Дориме, вот это вот. Интеравито, дориме. Короче, мы всю жизнь думали, что это латынь. И тут я, значит, выучила, у меня 5 с плюсом по латыни, если что. И я думаю, ой, сейчас я, наверное, что-то должна понять. К тому же я говорю по-испански, там все должно быть понятно. И я включаю, понимаю, что я не понимаю ни одного вообще слова. Даже угадать не могу. Я такая, ладно, ничего не понятно. Начинаю искать переводы. Понимаю, что все переводы на эту песню разные. Вообще ничем друг на друга не похожи. Я думаю, это странно. А потом я нашла, в чем факт. Факт в том, что это не латынь ни хрена никакая, это просто набор звуков. И это просто вершина, мне кажется, музыкального творчества. И самый лучший лирик и самый лучший текст вашей песни — это если вы его просто придумали из головы, это просто набор звуков, людям все равно нравится. Это лишний раз подтверждает, что в песнях главное — что? Душа. К нам, кстати, присоединились просто Лёля и Владислав. Привет, Владислав и просто Лёля. Да. И просто Лёля задает вопрос, как мне кажется, нам, девочкам, очень важный. Что за футболочка такая классная на вас надета? На мне не футболочка, на мне кофточка. К сожалению, это не мерч. Это просто кофта с черепулями. Она просто розовая и с черепами, и мне в ней все нравится. Поэтому я в ней. Но, кстати, мерчевые футболки у нас тоже есть очень клевые, с очень клевым артом, с моим лицом. Вот. И, кстати, арт и тот, который на футболках, это к пикапу был арт, и арт, который сейчас вот в Сатан на обложке, это все тоже благодаря кей-попу, благодаря даже не просто кей-попу, а армии, фан-клубу группы BTS, потому что и тот арт рисовали девочки-художницы, которых я нашла, потому что они рисуют арт на BTS, я на них была подписана, мне очень нравится их стиль. Вот. И теперь меня тоже нарисовали. Вот. Тут все про табулатуру идет дискуссия. Зоя заявляет, что не true, надо на слух, а потом в скобчик добавляет, что плюсы к вопросу про табы, но басовые. Басовые табы тоже. Ладно, я потрясу MLC и MLB. Возможно, из них что-нибудь выпадет. Так, и вот Зоя еще хочет розовый с конфеткой. Я предполагаю, что речь идет о мерче, футболочках.
Мгм. Вообще, если у вас есть какие-то пожелания вообще любые пожелания по жизни, можете их озвучивать. Не факт, что они будут исполнены, но мы всегда рады новым идеям. И мы, когда думаем про мерч, мы плачем, когда думаем про мерч. Но мы все время думаем, чтобы такого придумать, чтобы вам точно понравилось, вам бы это хотелось иметь. Что вы плачете? А? А что это вы плачете? Чуть мы плачем, потому что не знаешь, что делать, начинаешь делать, оно не делается некрасиво или делается, потом не продается, и вообще все такое. Ну, что короче, поделать? тут люди хотят розового мерча. Розового мерча. Ладно, мы вас услышали. Надо делать. Ваш звонок очень важен для нас. Да. Не, ну я бы хотела розовый мерч. Мне нравится идея. И в Беларусь хотят, чтобы приехали. Хорошо, в розовом мерче в Беларусь. Ну, всё понятно. Задают меня вопрос, вот когда они пишут «вы», имеется в виду «вы, Мария», забыл получится? Александровна. Александровна, или «вы», в смысле, команда? Без разницы. Я люблю, когда ко мне лично на «вы» тоже. Я А, вообще прошу называть меня Мария, потому что меня назвали именно так. Вот. да я просто весь чат удивляюсь, с каким уважением твои слушатели. Я- Ваши слушатели, Мария Наши- Александровна, да. к вам относятся. Потому что у нас самые лучшие слушатели, и они знают, как ценно эго артиста, и что художника обидеть может каждый. И все очень вежливые. Спасибо вам за это. Не все, кстати, такие. У нас есть чатик, там иногда какие-то личности появляются, которые не очень уважительно себя ведут. Но они недолго там задерживаются. Игорь хочет футболку с Антоном и Машей, Мгм. а Зои просит черные футболки с цитатами из целлофана, чтоб прям строго и лаконично. Окей. В общем, у вас очень разноплановые какие-то Господи, желания. Но я же, ребят, всех запомнила, я же буду следить за продажами. Окей, так, у нас есть специально обученный человек, который, в общем, все запомнил и все мне припомнит потом. Ладно, Я теперь даже не смогу потом сказать, что типа, ой, я пропустил ваш комментарий, я ничего не слышала, ничего не знаю. Я тебе все время на стримы буду к тебе приезжать, чтобы ты меня админила. Ой, Целлофан на случай депрессии, да. Да, она такая на случай депрессии. Она прям посреди ночи писалась в случае депрессии. А вот уже и Сатан, и Пикабу были более такие осознанные. Дальше, кстати, мы сейчас же работаем над новыми песнями, я же альбом делаю, просто очень плавно. И там, получается, очень разноплановые песни, и я вот думаю выпускать как бы по 2 части. Не знаю, успеем ли мы до Нового года, но я надеюсь, что до Нового года мы хоть что-нибудь выпустить успеем, какой-нибудь новый трек еще. Но в основном, основная часть, обе части альбома будут, скорее всего, в следующем году уже. Но получается очень круто. И там есть и очень депрессивные тоже треки, прям в духе Cellophane, даже еще мрачнее. И есть, наоборот, тоже очень веселый, зажигательный. И будет очень секси песня. Вот сейчас, например, работаем над песней, которая прям супер секси. Настолько секси, что продюсер даже не может понять, насколько. Все никак он что-то делает. Я говорю, нет, это недостаточно. Нужно вот прям вот так вот. Такой, вот так прям вот так вот. Вот, в общем, прикольно получается. что будет даже более секси, чем какой-то... Heroin. Да. Пока что Heroin чемпион, но вот это будет где-то на том же... Она будет совсем другая, потому что Heroin, она такая по стилистике именно тарантиновщина. А здесь мы даже не знаем, у нас сейчас есть 2 версии этой песни. Она будет называться View of You, вид на тебя. И у нее сейчас 2 версии. Есть более электронная версия и более ракешная гитарная версия. Гитарная прям очень тяжелая такая. Вот. Я к ней склоняюсь, если честно. Она прям на пошаг. Нет, мы сейчас говорим про ту песню, которой нет, да. Как-то я гитарный героин. Маша, зачетный сингл, так у тебя появляется свой яркий узнаваемый звук, говорит нам Владислав Павлуш. Спасибо. Который начал явно пробиваться, как мне кажется, в целлофан, простите. В Пикабу он прямо расцвел, в новом сингле он закрепился. Будешь ли ты двигаться в том же направлении, или эксперименты со звучанием продолжаются? Спасибо большое, во-первых, за такой отзыв. Мне приятно, что вы видите какую-то целостность в этом, потому что я нет. Нет. Нет, конечно, я тоже вижу. Я же все это сама сделала из вот этой головы.
Во многом, да, во многом, на самом деле, когда мы только сделали Пикабу, и я сказала, вот это то, как я хочу, чтобы это было. Вот это просто идеальное отражение того, как я хочу видеть, слышать свою музыку. Мне все нравится. Вот прям дайте 2. Чтобы там и какие-то коты, у нас, кстати, коты тоже не первый раз уже, всякие азиатские напевы, тут рыбчина, там 2007, в общем, чтобы они все вот как бы были вместе и как-то несли нас на крыльях любви. Поэтому, да, мы будем во многом как бы продолжаться туда, но эксперименты некоторые будут. Например, обязательно будет песня, может быть, даже 2 на 3/4, потому что это очень люблю такое. Размер 3/4. Не раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот. Да. Ну, в общем, тебе тяжелую версию выпускать точно. Уже, Уже, забили? да, забили. Ладно. А вообще обе. Ну, возможно. Возможно, мы сделаем 2, и потом такие, типа, какая вам больше нравится? Битва для девочек, для мальчиков. Для девочек, для мальчиков. Ну, что это за гендерный стереотип опять? А потому что я хочу. Окей. Кстати, в этой песне... Я же не призываю никого идентифицировать себя каким-то определенным хорошо, образом. то есть если вы себя идентифицируете... есть только 2 гендера, короче, понятно. Тяжелый электрон. Остальные можешь извинить. Окей. Кстати, что-то я хотела сказать. Там в этой как раз песне есть строчка типа I think labels are fine. То есть я думаю, что навешивать ярлыки это ок. Ну там это в хорошем контексте, вы потом узнаете. Какой именно ярлык там? Я прекращу себя закапывать. Будут ли клипы с кошкодевочками? Кошкодевочками? Кошкодевочками. А это что? Игорь, нам нужны пояснения, мы не справляемся. Я кошка-девочка. Я обычно у вас отдельно кошки, отдельно девочки. Ну, как-то смешать, но не взбалтывать. Представила, как взболтать кошку. Не надо взбалтывать кошек, слушайте. Это... Кошки не для этого. Ну, в общем, мы ждем пояснения. Пояснительная бригада, пожалуйста, выехала уже. Надеюсь. Под кошка-девочками. Скажи что-нибудь еще про сатан. Рассказать что-нибудь еще про сатан? Что будем еще такого рассказать про сатан? Вот. Фотку с ушками человек очень хочет. Фотку с ушками? Да. Насчет фотки с ушками, я вообще заказывала ушки с Алиэкспресс, кто смотрел мою распаковку даже на эту тему ВКонтакте, но они были абсолютно уродские, но они стоили что-то 80 рублей, и они даже этого не стоили. Там, мне кажется, только за пересылку с меня денег взяли. Вот. Но я, может быть, когда-нибудь куплю себе нормальные уши, и тогда я сфоткаюсь в них, потому что я вообще люблю котиков и кошечек. Ты же в первый раз сатан выкладываешь в Инстаграм послушать. Да, кстати, первый раз я целиком весь трек засунула в Инстаграм. Я просто была самым счастливым человеком 2 часа назад, потому что мне очень сложно с такими стриминговыми платформами. Я вот тоже так подумала, что людям, может быть, удобно сделать так. Вот сюда, не на меня. Хорошо. Видно, да, что просто ты смотришь на то очень сильно. Ну так и что? Извините, товарищи. Извините, мы с вами в душе. Общаемся между собой. Ну, мне нравится так. Мне кажется, так живенько получается. Пишите свои комментарии. Рады ли вы человеку за кадром, который задает мне ваши вопросы, а не я тут тупо такая, подождите, сейчас я прочитаю все. И тишина на 3 минуты, и сверчки. А так все живенько и бодренько. Да. В общем, да, вот я выложила. Как тебе это пришло? Почему ты решила? Почему я так решила? Я не знаю. Я чуть проснулся утром, и думаю, боже, я целиком весь трек. Мне просто очень нравится картинка, и я хочу, чтобы вы подольше на нее смотрели. Я думаю, надо сделать 3-минутное видео, которое... Я просто не хотела делать просто пост в Инстаграм просто с картинкой. Я хотела, чтобы там был со звуком. Я думаю, ладно, я просто выберу какой-нибудь кусочек. Туда можно максимум минуту. Я не смогла выбрать такую минуту, которая бы максимально отражала, потому что трек очень по форме интересный получился. Мне нравится. Я люблю, когда не все квадратное серии куплет, припев, конец. А у нас там получилось, что у нас куплет, припев. Плюс еще есть в начале и в середине вот это пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам, вот эта вот хуковая как бы часть, и в конце вот этот вот рэпчик, то есть оно все такое вот одно в другое переходящее получилось, поэтому я не смогла выбрать какого-то отдельного куска и решила слушать все. Вот. Счастье. Буду так делать, раз вам нравится, я с удовольствием. Прямо человек за кадром 12 Зои прямо от человека за кадром. Человек за кадром вообще
Лучше всех. Ты что-то выкладывала в сторис о том, что есть какие-то файлы, или мне это приснилось, по Файлы. поводу того, что можно скачивать и выкладывать у себя? Скачивать, выкладывать у себя? Да, во-первых, в Инстаграме сейчас... У нас почему вообще вот это появилось? У меня сейчас в Инстаграме, в шапке моего личного профиля, Тайлер, нижнее подчеркивание, Мария, а, там ссылка идет на Google Drive, где есть маленькие красивенькие видосики на 15 секунд как раз для сторис с кусочками песни и красивой всякой анимации, которую я делала вот этими вот руками, как положено. Почему я это решила сделать? Дело в том, что Инстаграм немножко тормозит, и он песни к себе добавляет не прям сразу, как они вышли, а чуть погодя. Какие-то, может быть, он сразу добавляет, ну, то есть, если вы The Weeknd, наверное, у вас все сразу будет на месте, но если вы Alice Goes to Motherland, то вам нужно пару часиков подождать. И я не была уверена, нужно ли будет подождать пару часиков или пару дней, там не угадаешь никогда. Поэтому я решила сделать так, чтобы у вас была возможность делиться этим треком и показывать его другим людям, и вообще нести Alice Goes to Motherland в массы и счастье всему миру. Потому что счастье в наших песнях. Класс. Да. А еще раз Всё? механику, я опять все пропустила. пока Можно, слушала. короче, можно зайти в мой профиль в Инстаграме, нажать на ссылочку, попадете на Google Drive, выбрать оттуда файл, который вам нравится на 15 секунд, видосик коротенький, и запостить его у себя в Инстаграме, чтобы люди насладились им, прониклись и тоже нас послушали. Боже, это счастье. Да. А у тебя уже ссылка прикрепляется в Инстаграме? Нет, у Или меня ещё ссылка не какая? прикрепляется в Инстаграме, что нужно 10 тысяч подписчиков. Если Нет, у вас есть... уже не нужно 10 тысяч подписчиков. На некоторых обновлениях проверяй. Вышло обновление Инстаграма, и теперь он позволяет людям, даже у которых там по 300, по 500 подписчиков, по Да. 800 подписчиков, прикреплять ссылки. Это новая история. Но, к сожалению, не на всех телефонах это обновление проходит. Слушайте, я проверю. Может быть, я Так больше что, не ребята, сегрегированный если член общества. счастливые обладатели айфонов, то я так предполагаю, что у вас это все побыстрее случится. Вы не забудьте ссылочку. Куда надо ссылку-то вешать? Ссылку чего? На кого? можно, во-первых, на любой стриминг, которым вы сами пользуетесь, либо, опять же, если вы зайдете в профиль Alice Goes to Motherland в Инстаграме также, там есть смарт-линк, который ведет на все стриминги, то есть там просто будет выбрать, то есть там будут все стриминги, какие только есть в мире, и можно будет нажать на кнопку «Воспроизвести», и у вас откроется именно в вашем любимом стриминге. Вот, так что Инстаграм Alice Goes to Motherland. Класс. Мы разобрались с этим. Ура. Мне это не приснилось, это очень ценно. Тебе это не приснилось. Тут замечание по поводу папа. Зефир за Crazy Frog приняла в начале. Кого? Пам-пам-пам. Да. А что плохого? Брам-брам. А вот Зои, для нее это тоже 12 из 10. Потрясающий кусок. О, спасибо. Прям очень ценно. Спасибо. Это я придумала, этого не было у нас сначала. Вот, мы потому что с продюсером вдвоем придумываем. Мы вообще сначала придумали один припев, у меня там был. А он мне говорит, тебе не кажется? Ну, как бы тебе, наверное, не кажется, раз ты так сделала, что там слишком много текста. Я говорю, ну, может быть. Он говорит, там как-то где-то дышать надо людям иногда. В общем, я написала другой припев. Говорю, вот такой, он такой. Мне все равно кажется, что много. Я говорю, нет, будет так. Он такой, ну, ладно, хозяин барин, как говорится. И вот остался такой припев. И уже буквально на записи я подумала, что я хочу пам-пам-пам, вот, и у нас было две версии, о-о-о и пам-пам-пам, но я сразу думаю, блин, по-любому он возьмет пам-пам-пам, и так и случилось. Вот. Владислав нам дает, как всегда, очень красивый большой комментарий. Интересно, как у группы появляется свое лицо. Слушаю вас почти с самого начала, и очень нравится трек Мэтт. Владислав мысленные, прям пятюни от голоса. Человек за кадром обожает трек Мэтт, как и все мы. Да. Но первый альбом — это множество стилей, по мнению Владислава, а вот последний сингл — тоже прям нечто особенное. Нечто особенное. Спасибо. У нас вообще есть вот эта, ну, не то что проблема, что... Особенность. У нас есть особенность, что я не могу как-то мыслить в рамках одного стиля, то есть вот что вот я люблю металл и буду играть металл, а я люблю все люблю. И рэп люблю китайский, и металл люблю японский, и нормальный рок люблю американский. И, в общем, все это хочется делать одновременно. Но мне нравится, что да, в последнее время мне тоже кажется, что стало появляться какая-то целостность в этом, что-то, что все-таки
connecting people. Да. Спасибо, что видите это тоже. У Да. нас пока больше нам ничего никто не пишет. А я думаю, может быть, уже, наверное, можем даже закругляться. Кстати, да, мы разговариваем уже 45 минут. 45 минут. Да. Вот Владислав говорит, что это слышно, что много чего любишь. Я много чего люблю. И вас всех люблю. Вот. Если есть какие-то последние вопросы, у вас есть шанс задать последний вопрос. Пока я вам всем говорю, что новые треки будут. Альбом будет в 2 частях выходить в следующем году, скорее всего. Новые музыканты есть, они замечательные, мы вам их скоро всех покажем и все про них расскажем. Пофоткаемся красиво, в красивых нарядах. Голос за кадром нетерпение по поводу музыкантов, потому что в первый раз сегодня узнал, как их зовут. Ага, вот, видите, это новость. Передайте музыкантам. Передам Голос музыкантам, за кадром заинтригован. что голос за кадром заинтригован. А на что будет следующий клип? На ваши деньги будет следующий клип. Пока не знаю, если честно. Я люблю клипы снимать. Это дорого и сложно, но очень весело, и результат мне тоже нравится. Я люблю как-то создавать, чтобы было визуально тоже, потому что Alice Goes to Motherland изначально планировалась и всегда такой была, что для нас это не просто музыка, но это целостная концепция, это и музыканты, и костюмы, и мода, и искусство, и вообще все одновременно. Поэтому клипы, конечно, хочется. Я сейчас вот из тех песен, над которыми мы работаем, я вот смотрю на эти демки, и я знаю, вот там есть один трек прям очень хороший, я примерно представляю, что под него можно сделать, но я не знаю, кто бы мог это сделать. В общем, Зоуи, возможно, с вами-то мы это и обсудим. Не знаю, может быть, у вас будут какие-то идеи. Но там попса вам вообще не понравится, я обещаю. Заинтриговала, так заинтриговала. Это такой дискотечный хит. Я сама, у меня есть очень хреновая демка, я ее сама периодически слушаю, она прям просто, это как Мэтт, только еще хуже все. Прям совсем она. А что это кому-то там Мэтт не понравился? Не, я имею в виду хуже, в смысле лучше. Ну ладно. Нет идеи создать единую историю из нескольких клипов? Хотелось бы, но тоже это нужно прям сразу все заморочиться. Есть как бы у 21 Pilots была такая строчка, что I'm in constant там, contradiction between what I want and what is popping. Что постоянное противоречие между тем, что хочется делать и что как бы надо делать. И, например, в современной музыкальной индустрии вам нужно выпускать по синглу в месяц. И вот ты сидишь как бы и на вот этой бешеной фабрике работаешь. Я, например, уже не успеваю. Я поняла, что мне не подходит такая концепция. Создать какую-то целую историю из нескольких клипов очень хотелось бы. Я очень люблю такие истории, и это действительно прям классно. Я надеюсь, что у меня появится такая возможность. Может быть, это будут не очень какие-то длинные треки, если будут появляться, и как-то их вот связывать, сделать один и другой. В общем, хотелось бы, да. Если у вас есть, кстати, какие-то идеи или люди, которые что-то такое делают, можете нас коннектить. Развитие группы налицо, видит Игорь, и это очень радостно. Когда 2 года назад попал на ваше творчество, молился всеми силами, чтобы вы не загнулись, уточните, каким богам, и не ушли в откровенный плагиат. И я рад, что вы пошли хорошей дорогой. Мы не загнулись, пошли хорошей дорогой. Да, короче, Мария, вы лучше. Продолжайте в том же духе. Я такая. Большой клипов, наверное, здесь какой-то нюанс. Больше клипов, и нужен клип с кошкой-тянкой. Все еще кошка-тянка. Понятно. В общем, я не знаю, вас что, хентай отключили дома? Почему вы от меня это просите? Там показывают такие вещи. Вы можете их найти сами. Для этого не нужно ждать. Без регистрации СМС. Все это добывается. Легко и просто. Вот, а люди еще уверены, в частности, Даша Курчава и Зоя, что все всем понравится. Конечно, понравится. Да. Мы другого не делаем. Только самое лучшее. Все для вас. Мне кажется, на этой радостной ноте. Да, на этой радостной ноте. Спасибо вам, что пришли. Любите нас полностью. Слушайте Сатан, слушайте Пикабу, слушайте Cellophane, слушайте альбом Gemini. Все слушайте, любите нас полностью. Смотрите клипы на Ютубе, приходите на наши стримы, на наши концерты, подписывайтесь на нас в соцсетях. Спасибо. Всем пока. Спокойной ночи.